Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Так, я хочу сегодня какой-то интересный контент записать. Ну, судя по тому, что мне убийца со старта пришел, то явно этот контент будет очень интересным. Короче, здесь есть МПС-ка, здесь есть тролли и здесь есть охотники. Итак. Здесь есть хан, в принципе, и если я буду играть через мантию, то, скорее всего, меня могут законтрить, причем жестко могут законтрить. Короче, не знаю, на чем я хочу сыграть, мне вот прям... У меня теперь загвоздка. На чем же таком сыграть? Просто понимаете, когда вы видите вот такие вот легендарки, то вот ты хочешь на всем сыграть. Вот честно, хочется на всем сыграть. Я хочу попробовать импресску закерить. Вот. Ничего себе. Баф гоблинов со старта. Это сюда. Это нам надо. Так, что, сумончики есть? Но я думаю, сумончики по-любому здесь будут, поэтому я, наверное, перчатку возьму. Возьму перчатку, потому что я более чем уверен, что здесь, будут сумончики. То есть, либо кто-то Фуриона найдет, либо кто-то Орка-охотника найдет. А у меня, как говорится, на всех все хватит. Так, ребятки. Верим в меня, что сегодня будет отличнейший контент, довольно-таки потный и интересный. Ну, кстати, можно тролля пятерочку попробовать реализовать. Хочется ли мне этого или не хочется? Вот в чем вопрос. Я, наверное, кстати... 2 лины уже. Ого. Я, наверное, броню возьму. Плюс 6 брони лишним не будет со старта. Хотя там 2 лины. Там еще 2 лины. Оу, май, ребятки. А можно не надо? Можно не надо так 2 лины искать? Пожалуйста. Не, 2 лины... Если они сейчас еще лину в 2 звезды соберут, это будет очень жестко. И это будет очень жестко против меня. О, баф гоблинов. Не, баф гоблинов это хорошо со старта. Это очень хорошо со старта баф гоблинов. Наверное, кстати, продам. О, концы пойдут. Короче, решил продать, как вы заметили, Мирану. И все-таки сделать себе баф гоблинов. И плюс мехов. Потому что это халявный ролл и все такое. Там еще и Хускар у кого-то. Еще и на лустрике. На самом деле, то, что они играют на лустрике, это вообще шикардос. Мне это нравится. Если у меня получится выйти в винстрик, это будет шикарно, потому что здесь есть... Реликвия хаотичный договор. И вот это вот реликвия хаотичный договор, это то, что надо для меня. Это сохранит мой винстрик, либо же лустрик, и, соответственно, еще и предмет 3-го тира получу. Короче. Я надеюсь, что у меня все получится. Держим за меня кулачки. Вот. Кстати, сегодня я отлично выспался. Я там в телеграм-канале писал. Кто вдруг еще не подписан на мой телеграм-канал. Кто вдруг еще не подписан на мой телеграм-канал, то переходите на мой телеграм-канал, подписывайтесь, хотел сказать, записывайтесь. Подписывайтесь, не стесняйтесь, потому что я там пишу всякую информацию из личной жизни и тому подобное, связанное с контентом, по обновлению игры. Плюс у нас там есть чат комьюнити, поэтому, ребят, кому это интересно, подписываемся, не стесняемся. И я там сегодня в Телеграме писал о том, что я вчера после стрима решил поспать сразу, так сказать, прилечь отдохнуть, но неожиданно сон наступил. Я такой, ок, ладно. Неожиданно наступил сон, зато я шикарно выспался. Проснулся в час дня сегодня, поэтому сейчас вот сел записывать контент. И надеюсь, получится у меня с первого раза записать этот контентище. Если, конечно, получится. Не знаю, я думаю, что я нормально сейчас проснулся. Потому что не думаю, что у меня закисшее лицо. И там, кстати, орк-охотник появился, то, о чем я говорил. Блин, хочется, конечно, поиграть и через охотников и мантию короля. Я давненько такой билд не выкатывал. Охотники плюс мантия короля. Хотя, может быть, на эльфов катануть. Эльфы вроде как идут. Или может забить болтяру и просто выйти в уровень 5, поставить себе немного сильнее стол. Просто хочется попробовать еще Марси через кунг-фу. Лина в 2 звезды. Это меня не радует. Лина 2 звезды это не то, что доктор прописал. Лина 2 звезды может лютую поплаву мне устроить. Спасибо, Огр. Спасибо, Огр, что ты накинул свою способность пива на пандочку. Спасибо тебе огромное. Тут я откис. К сожалению, как бы мне не хотелось это признавать, но здесь я откис. Лина с такими предметами, пожестче будет. Ну и ладно. Больно-то и хотелось. Пожестче и пожестче. Я, короче, еще уровень возьму, поставлю панду. Мало ли мне что-то панда принесет хорошенького. Кроме боли и разочарования.
кроме боли и разочарования. Ну а вдруг сейчас со следующего раунда ко мне приходит хитрец, и у меня все хорошо становится. Типа, паночка хитрец — это то, что доктор прописал. Это то, что доктор прописал. Так, надо немножечко тут поменять. Так. Не знаю, хочется и на эльфов сыграть через кунг-фу, а хочется просто через кунг-фу поиграть. Просто понимаете, у меня слишком много за последние недели-две контента по кунг-фу. Слишком много. Не знаю. Пока что я еще не определился с билдом, поэтому надеюсь, я сейчас в течение, ну, вот этих вот 5 раундов определюсь с билдом. Ну, что-то как-то мне очень хорошо падает. Тьфу-тьфу-тьфу. Я, кстати, молодец. Я немного неправильно арканцы, точнее, расстановку под арканцы сделал немного неправильную. Да что ж такое, Нос, успокойся чухаться. Я понимаю, что ты хочешь, чтобы я в табло получил, но давай не сегодня. Давай я с первого раза запишу сейчас контент, и будет все хорошо, а? Блин, жалко здесь нету легендарной фигуры механизма. Можно было бы попробовать через золотые роллы поиграть. Кстати, давайте так, ребята. 50 лайков под этим роликом, и я запишу контент через золотые роллы. Через полную синергию механизмов. Все, работаем. Работаем. Лайк ставим. Лайк ставим, и я, соответственно, буду такой контент пилить. Я думал, Марси сейчас 2 звезды придет. Было бы неплохо, чтобы мне Марси в 2 звезды пришла. И, кстати, ребят, кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписываемся, потому что цель у меня 5000 подписчиков, а губа не дура, и до миллиона недалеко. Поэтому подписываемся, поддерживай меня. Поддерживаем. Как лайк, так и комментариями еще сверху. Все, работаем. Работаем. Пока что на самом деле вообще непонятно, на чем я буду катать. Я типа не могу определиться. Вот это вот самое тупое, если со старта ты не можешь определиться, то становится все очень плохо. Перед смертью ракетки заюзал. Хорош. Ой, мне и баф людей пришел. О-хо-хо. Ладно, короче, гоблина-убийцу я не буду пытаться прям так люто заюзать. Чтоб с каждого по монетке получить, а вот просто в 2 звезды его апнул. И все. И все. Ладно, короче, я не буду играть через мантию короля сегодня. В баню. Не хочу. Через мантию короля это рулетка. Но если вы хотите, чтобы я записал какой-нибудь контент через мантию короля, то, соответственно, пишите в комментарии. А сейчас я не буду, наверное, играть через мантию короля. Не хочу. Ну вот не хочется. Хочется на чем-то таком другом. Вот есть тролль пятерка, на самом деле хочется что-то с троллем пятеркой сделать. Тут, кстати, есть еще и импресска. Тут тоже можно будет попробовать через импресску поиграть. Так, давай, хаотичный договор. Сюда, мои сладкие. Еще и усиление. Ой-ой-ой. Я такое люблю. Продал гоблина-убийцу сейчас, чтобы выйти 30 плюс монет. Заюзаю хаотичный договор. На самом деле, ребят, не недооценивайте хаотичный договор. Хаотичный договор — это прикольная реликвия, которая дает и предмет. Манки Кинг уже 2 звезд у молодого. Да, лучше бы я взял ману плюс 50. Ну, Дискорд, в принципе, тоже хороший предмет. Очень хороший предмет. Минус 25% сопротивления — это то, что доктор прописал. Короче, о чем я говорил? Я говорил о том, что реликвия хаотичный договор — это очень сильный предмет. Его много кто недооценивает. Хотя, ребят, не недооценивайте эту реликвию. Это предмет 3-го тира на халяву, плюс сохраняет вам винстрик, либо же лустрик. Сильно? Да. Еще и как сильно. Поэтому, ребят, ни в коем случае недооценивайте эту реликвию. Она очень часто может помочь. Особенно если вы, допустим, играете через лустрик, да. Играете вы себе такие через лустрик, полностью расслабленные и все такое. И тут происходит следующее. Вы выигрывать начинаете. А вот реликвия хаотичного договора может вам как бы в этом помочь. Может помочь. Вы можете выигрывать, при этом сидеть еще и через лустрик, получать 3 монетки свои плюсом. Круто. Еще и как круто. У чувака здесь коса.
Так что мне, в принципе, отлично. У нее там и стол шикарный. Но стол у нее на самом деле там бомбический. Бомбический взрывной. Сильный стол. Ну и хорошо, что у меня есть реликвия хаотичного договора, потому что чел с косой не сможет сбить мой винстрик и получить кучу опыта. Но у меня как бы винстрик сейчас 4, не собьет ничего, но все же. Сейчас у меня будет винстрик 5. Я ж выиграю раунд. Выиграю. Чувака там 8 монет. Вообще денег нету. Плохая экономика. Пандочка. Кстати, пандочка это хорошо, потому что у меня, может быть, скоро Марси будет в 2 звезды. Я на самом деле очень сильно хочу, чтобы мне Марси уже в 2 звезды пришла. Я тогда поставил бы синергию кунг-фу сверху. Чел там, я так понимаю, полностью ролится, потому что у него такой огромный стол с винстриком, все такое, но, как по мне, вот так вот тут делать не надо. Типа, если у тебя есть сильный стол, то лучше выйти в 50 плюс монет и брать дальше уровень. Смысл ролиться? Не знаю. Ладно. Как говорится, хозяин-барин сам решит, как, что к чему. Ну тут чувака, я смотрю, на 5-м уровне вообще обалденно все. Во-первых, у него Манки Кинг, во-вторых, у него Лондруид. Сильно. Кстати, вспомнил момент про Манки Кинга. Как вам Манки Кинг под хиксом, ну вот палки 5-го тира. Ну, короче, под хиксом, который еще вечно накидывает палку. Как вам? Сильно? Я считаю, очень сильно. Это на стриме играл. По-моему, предыдущий стрим. Не вчерашний, а предыдущий стрим я играл. И там у чувака Манки Кинг хекс словил, но при этом он юзал палку все время. Это было жестко. Это было очень жестко. Вечно палку юзал. Под хексом. Самый балансный персонаж. Как и Манки, как и антимаг. Я на самом деле так и не понял, каким образом он кидал свою палку в хексе. Вообще не понял этого. Бабка пришла на халяву. Сразу песенка вспомнилась. Взял я его на... Кто помнит эту песенку, пишем в комменты. Так, у него 8 винстрик. Будет классно, если я смогу ему винстрик сбить. Это будет обалденно. Это будет прекрасно. Это будет замечательно. Это будет круто. ДК в 2 звезды наш... Ты чё, прикалываешься? Как ты это сделал? Ладно, окей. Чтобы вы понимали, мне только, по-моему, одна фиолетовая фигура пришла за все время. Чел нашел себе Драгонайта в 2 звезды. Окей. Окей. На самом деле, сколько времени подряд я уже хочу записать этого Драгонайта, но мне пока что не идет. Ну, не идет пока что. Ни через Мамору, ни через ручки, ни как угодно. Мне пока что не идет Драгонайт. Поэтому пока что Драгонайта я не могу записать, ребят. Но я помню за Драгонайта, не переживайте. Я его даже говорил, что запишу без какого-то количества лайков. Просто так. Блин, хорошо, и Лондруид пришел. И пандочка есть. Давай, Марси. Может, Марси? Ладно, я, короче, друидов продам. Ну, можно было бы Марси мне дать. Я бы поставил себе еще синергию кунг-фу. Было бы круто. Че так? Жалко, что ли? Еще одни барабаны. Сюда. Сюда эту прикормку. Сейчас буду инкастово закидывать и спамить способностями. Так, Дарси. А ну-ка. Заберу я твой винстрик? Или не заберу? Души. Души его! Тайм ту душить! Спасибо, мой сладкий. Просто... Винстрик на базу. Правда, там есть типчик, который играет через 6 зверей, у которого Лондруид уже 2 звезды. Ну ладно. Меня это не смущает. Меня это вообще ни грамма не смущает. Антимаг. Я тебя понял.
Я тебя понял, дорогой. Какой предмет скипнуть? Ну, по сути, мне на самом деле даже никакого предмета здесь и не надо. Мне бы что вот Марси бы в 2 звезды пришла, было бы хорошо, потому что у меня есть энергия кунг-фу, а там я более чем уверен, что половину хп я им буду срезать. А там и пиво накинется, и может ваншот сработать от кунг-фу, поэтому, ну, это плюс. Серьезно? Он меня так вынес? Прикол. Прикол. Да. Ладно, поставим Дума. Пригодится Дум. Честно, я не ожидал, что он меня вынесет. Я думал, мне всего хватит, чтобы вот пережить все. Но, судя по всему, так это не работает. Ну и ладно. Больно-то и хотелось. Так, яичко. В Марсе закину. Короче, пока что типа что-то кунг-фу буду делать. Потом, если что, перестроюсь. Либо же буду играть через кунг-фу эльфы, и либо же кунг-фу морские. Короче, там буду от ситуации уже отталкиваться. Но в целом через кунг-фу можно поиграть. Можно пока что поиграть через кунг-фу. Да, я знаю о том, что я говорил, что мне не хочется играть через кунг-фу, потому что у меня слишком много контента. Но, я в любом случае смогу перестроиться. Правильно? Правильно. Поэтому я буду играть пока что вот через кунг-фу, а там, если что-то такое интересное мне будет приходить из легендарок, я, соответственно, быстренько, так знаете, под шумок перестроюсь. Либо же, что мне мешает сделать синергию кунг-фу под мантией короля через какую-то другую фигуру? А? Допустим, через эмпресску. Либо же, допустим, через тролля пятерку. Кстати, через тролля пятерочку-то мы можем поиграть. Да-да. Через Энигму. И мантию короля и кунг-фу. Я думаю, это будет прикольно. Кстати, у меня все это время находится клевер в панде. И она мне только принесла бабку. Бабку с продуктами. Я, наверное, пока что халявные роллы оставлю уже, я не буду их ролить. Пока что. Мне нужен уровень. Если я хочу через какую-то интересную легендарку поиграть, то мне нужно как минимум 10-й, чтобы я мог вот взять 10-й себе спокойно и на 10 уровне паролить нужные легендарки. Хотя, ребят, я вот там в предыдущем ролике, во вчерашнем, по-моему, говорил о том, что если там соберется 50 лайков, я запишу эльфов. Я не хочу спойлерить, но там будет то, от чего просто челюсть отвиснет напрочь. Я уже эльфов записал. О, блин! Я до изолятора возьму. Минус 12 брони, это то, что доктор прописал. Плюс я, наверное, сейчас предмет первого тира попробую рольнуть. И попробую найти вот этот первого тира, который дает минус 6 брони. Под Марси, под синергию кунг-фу, минус 18 брони стычки. Я думаю, это то, что доктор прописал. Это просто, знаете, такой отцовский лящ. Да, я, наверное, попробую все-таки. Дискорд рольну. Ладно. Я, наверное, кстати, косу сколы возьму. Хотя, может, и шлемореса взять. Ладно, сейчас оттолкнемся от ситуации. О, ну там это теперь точно мне только играть через кунг-фу. Может, даже синергию зверей мне придется поставить. Ладно, возьму, короче, косу, потому что это опыт, все такое. Там 2 воина. Там собралось 2 воина. И это проблема. Спасибо, конечно, что ты панду мне на 21 раунде принес. Пусть будет. Но вот теперь у меня вопрос, что мне делать с воином? Потому что у меня нету фуловой синергии кунг-фу. И я на самом деле даже не знаю, что делать с этим воином.
Была бы у меня синергия полная кунг-фу, то я бы был уверен, что я его переживу. Но по факту это я могу его спокойно не пережить, у меня нет никакого отхила. Это во-первых. Пока у меня Марси будет, соответственно, там разгоняться все такое, она просто сама себя ее аннигилирует. А раз она сама себя аннигилирует, это будет такое себе. Это будет такое себе. Ладно. Сколько мне Клокверк нужен? Да не насколько, естественно. Клокверк это уже... Не хочется говорить плохое слово. Но это хрень полнейшая, короче, вкратце. Типа мне уже этот Клокверк, ну, от него ни холодно, ни жарко. Нужен 10-й. Оу май! А что-то типа Манки Кинга будет сегодня? Понял. Пошел я в 5-ю точку. Ля ты твари. Все, ребята. Ребята, все, маршрут перестроен. Я буду играть через тролля пятерочку. Вот так вот. Неожиданно-нежданно. Собираешь себе, там, допустим, какой-то кунг-фу, а тебе приходят 2 тролля на 9 уровне, и ты такой... Добрый вечер! Я там у молодого еще и винстрик сбил. Вот теперь вопрос. Хочу я играть через зверей? Или хочу я играть через троллей? Если буду играть через зверей, у меня будет куча урона, но будет плохо со скоростью атаки. Если же я буду играть через троллей, то, соответственно, у меня будет баф чернокнижников. И, соответственно, у меня будет... Ну да, баф чернокнижников у меня... Ну да, надо, наверное, через троллей играть. Хочешь, не хочешь, Саня, но походу надо будет играть через троллей. Потому что, ну, искать еще мантию 4-го тира ради того, чтобы поиграть через тролля пятерку и синергию кунг-фу, это, конечно, крутая идея. А что-то типа топоры. Спасибо. Я проиграл? На, девочки. 200 хп не добил. Ну, получается, Хускар 2 звезды намного импактнее, чем тролль в 2 звезды. Но благо у него хотя бы не было косы. Прикиньте, если бы у него была сейчас коса, и он бы скинул мне овер много. Короче, получил бы он очень много этого опыта. Чел вылетел. Мне показалось, он ливнул. Не, подожди, он ливнул. Он ливнул! Короче, делаем троллей. Троллей и баф чернокнижников. Как по мне, идеальная схема. Через кунг-фу туго будет играть. Или через зверей поиграть. Вот в чем вопрос. Я понял. Не только я один такой скилловый, да? Там чел тоже нашел себе тролля. Пятерочку в 2 звезды. Понимаю. Понимаю. Ну и насколько мне будет импактово через зверей сыграть? Щит этот мне не нужен от слова совсем. Ну, это, кстати, хороший предмет мне сейчас упал. Я бы даже сказал, очень хороший предмет упал. Но смотрите, если я буду играть через зверей, то вряд ли что получится. Ладно, давайте попробуем найти предмет 5-го тира. Аганимчик? Но аганимчик это имбулька на самом-то деле. У меня будет намного чаще лететь топоры. Когда на топоры будет 1 секунда. И я, короче... Я не знаю. Я, наверное, все-таки через троллей попробую сыграть. Потому что мне дадут... У меня будет баф чернокнижников, у меня будет все, и я, соответственно, буду много килиться, и я не буду настолько прям люто нервничать. О том, что мне не хватит там дамага, скорости атаки и тому подобное. Да, я, наверное, сыграю через троллей.
И чернокнижников. О, импрессочка. Можно еще через импрессочку будет сыграть. Так, ладно, распродаем вот эти вот лишние фигуры. Так, алхимоса берем, чтобы минус броню давать. Так, у меня баф 2 чернокнижников. Можно поставить баф 4 чернокнижников. Я думаю, лучше поставить баф 4 чернокнижников, нежели 2. Так, ну отлично, отлично. Просто с Аганимом... Боже, как он с Аганимом наваливает. Это прям то, что доктор прописал. Там, кстати, еще маги. Вот это вот незадача. Вот ты играешь себе спокойно. Играешь, а там маг нарисовывается. А ты на мага даже не рассчитывал. Даже близко. О, некр. Некра... Ну, смотрите, импресску я могу, в принципе, сейчас заменить на морскую... На этого, на тайдуху. На тайдуху. И получить себе 20% от эвейда урона способностей. Насколько это будет импактово? Этот маг, в принципе, может и меня, и вот этого воина спокойно выносить. Ну, кстати, против воина у меня все неплохо. Ну, типа, у меня есть дезолятор, который дает минус 12 брони. А это не шутки. Минус 12 брони — это прям довольно-таки большие цифры, если честно. Под Аганим, под все такое, это довольно-таки большие цифры. Для воина это критично. Если еще предмет первого тира найти, который дает минус 6 брони, будет вообще шикарно. Жалко, что эффект минус брони не накидывается на топоры. Было бы очень круто. То есть она твою тычку встраивает в эти топоры, но не встраивает модификаторы атаки. Вот это вот плохо. Еще надо вот... Ну, надо с магом посмотреть. Надо с магом что-то делать. Мне надо какой-то... Боже, как он наваливает, вы посмотрите. Хорош. Не, ну если бы в топоры встраивались модификаторы атаки, это было бы люто. Это было очень люто. На мгновение вдумайтесь, насколько это было бы жестко. Это на ваши топоры бы там массовая минус броня накидывалась и тому подобное. Это было бы очень круто. Ну, чувак там, конечно, тоже заряженный. Тут два воина в целом заряженных, но я больше всего сейчас опасаюсь мага. И я могу мага не переживать. Дум — это, конечно, крутая тема. Я не знаю, я как там мага больше сейчас опасаюсь, нежели кого-либо другого. Я думаю, воина я сейчас спокойно перережу. Это нам предстоит узнать. 6 магов. Но у меня нет никакого магического сопротивления, пока что вместо импресски поставлю. Было бы у меня хоть какое-то магическое сопротивление, я бы не делал такого. А так как у меня никакого магического сопротивления нет, поэтому... Так, тут что-то типа инсектоида, но... ну, что-то не получилось у молодого. Ну, ничего страшного. -1 плюс палка. Ого, ого, насыпало! Минус броня. Отлично. Блин, дезолятор — это классная тема, но у меня уже один есть, второго мне не надо. Я типа понимаю, что у меня два топора в левой и в правой руке, но мне хватит и одного дезолятора. Все, у меня минус 18 брони стычки, ребят. Минус 18 брони стычки. То есть я всю синергию воинов сейчас подчистую режу, по сути. И так как у чувака нету никаких предметов на броню, мне вообще плевать на него. Я думаю, сначала надо с магом решить что-либо. А потом уже все остальное. И надо предмет 5-го тира найти. Мне нужна маска 5-го тира, либо же бессмертие, либо же щит. Ну и в принципе и Кираса пойдет. Если так вот подумать, то и Кираса пойдет. Которая даст мне очень много брони и все такое. Но против мага ничего не будет у меня. То, что против мага у меня ничего не будет, это, конечно, печально. Так, шлем Ареса или... Возьму шлем Ареса. Если что, не просто так взял шлем Ареса. Может быть, у меня получится и тролля 3 звезды собрать. Сейчас кто-то должен написать мне в комментариях, типа, Саня, ты вообще, ну, обалдел? Какой тебе тролль? Какой тебе тролль в 3 звезды?
Рапирка. Но если честно, я не хочу рисковать и брать рапиру. Вообще не хочу. Так, что ты взял? А что ты возьмешь? Маску. Я думаю, ему выгоднее было бы взять бессмертие, нежели маску. Но, в принципе, ладно. А я возьму, наверное, криты. Типа, я не хочу рисковать с рапирой. Я бы с рапирой был бы намного более уверен, если бы не было там вот этого вот мага. Не было бы мага, я бы, наверное, поставил бы рапиру. Но. Я пока что не уверен. Я не думаю, что это надо делать. Надо пока что антимагов продам. Я антимагов продам не просто так, потому что, смотрите... Блин, я криты забыл взять. Ладно, я пока думал, протупил. Я еще даже шлем РС не активировал. Ай-яй-яй, мессы! Живи! Да, там меня чел вынес. Ладно, я сейчас возьму криты. Тролль. Боже, как хорошо тролль идет. Давай его в 3 звезды. В 2, в 3, 10, 15 звезд. Можно, в принципе, импресску на всякий случай собрать будет. Не знаю, тут с магом надо решить проблемы. Хотя мага я сейчас и выношу, в принципе. Я, короче, возьму криты. Это плюс 75 урона, это плюс 400% крит. Короче, думаю, криты самое то. По крайней мере, я на это надеюсь. И мне бы еще МКБ сверху найти, чтобы у меня точно были попадания все время. Ладно. Криты так криты. Криты так криты. Так, а ну-ка, как ты меня там вынес? Я думаю, в этот раз ты меня не можешь вынести. Не получится. Не получится, сладкий мой. Обменялись станами. Мой стан был немножечко подольше. Это было на тоненького. Я что-то аж в моменте труханул. Не, была бы рапира, я бы намного быстрее его вынес, но... Это было жестко. Ой, Энигма. Сюда. Сюда эту прикормку. Энигма. Так, ну я думаю, импресску уже... Просто... Все. Или пусть будет пока что импресска. Ладно, пока что, я думаю, пусть будет. В самом деле, не было бы у меня вот этих вот предметов на минус броню, я бы так жестко воина не пробивал бы. Так что огромный плюс то, что у меня есть предметы на минус броню. Огромнейший плюс. Так, снова маг. Маг там играет через Энигму. С Аганимом. Ничего себе. Сильный маг. С маской 5-го тира. Как же меня триггерят мессы. От этого пака. Хотя плевать. Я надеюсь, ты там сдохнешь на маге? Нет? А. Ну убей Энигму, пожалуйста. Time to сдохнуть. А, у него там же баночка, которая защищает его от летального исхода. Я-то думаю, как он выжил. Ладно. Я тебе такой надежды не оставлю. После меня, поверь, после меня ты почувствуешь, что такое next lobby. Троллей сделал? Интересное решение сделать троллей. Там, кстати, Квапа, она может меня затриггерить. Такая, битва троллей. Чьи тролли сильнее? Ну, а вот теперь, кстати, я не знаю, он может меня даже и перебить. У него там хорошие предметы. У меня, конечно, тоже отличные предметы. Я не скажу, что у меня бредовые предметы. У меня довольно-таки сильные предметы. Так, ну этого я спокойно вынес. Все, пока-пока. И второго вынес спокойно. Не, ну у меня... Я бы даже сказал, наверное, что у меня даже будут посильнее предметы, нежели у этого паренька. Потому что у меня дезолятор, минус 12 брони.
Предмет первого тира минус 6 брони. Это минус 18 брони. Это, соответственно, куча урона дополнительно. Плюс у меня криты, плюс у меня аганим. А аганим, извините, это реально очень сильный предмет на тролля. Раз в секунду, грубо говоря, у тебя летят топоры, которые наносят 400 урона, плюс встраивая эту тычку в эти топоры. То есть, соответственно, там около 600-700 урона сверху. Раз там челик не будет играть через воинов, то и ведьмаки мне не нужны, по сути. Можно попробовать алхимиков 3 звезды собрать. Тоже прикольно. Просто так, знаете, ради дебафов. Тайдуху я не хочу скипать. Тайдуха это прикольный персонаж. Обезруж. Опа. Чиназис. Опа, миссы. У меня есть план. У меня есть план капкан. План кабан сейчас будет в действии. Сейчас я посмотрю, возьмет ли он МКБ или нет. Надо внимательно посмотреть, что он сначала возьмет. Так, он взял Кримсон. Кримсон. Надо подождать еще немножко. Я думаю, что он что-то переделает. Ага, легендарный предмет взял. И что ж ты возьмешь? Хекс? А чё, Аганим не взял? Не, ну чел, я считаю это ошибку с своей стороны, поэтому держи ответку. Ребята, вы сейчас оцените всю силу мясов. Миссы сейчас будут имбовые. Во-первых, у меня есть обезоруж, которая на несколько секунд будет выключать тролля. А во-вторых, у меня есть тонна мясов, которые сейчас расскажут ему, что почем и где раки зимуют. Так, кусик мне не нужен, алхимика берем. Тайдуха не нужен. Ну что-то, короче, сегодня без троллей, значит. Хекс полетел в Тайдуху, это плохо. И мне прилетела фишка от эльфа. Ребята, миссы не имба. Миссы не имба. Далеко не имба. Не-не, не грамма. Это не грамма, не имба, ага. Верю, поверил. Эмпреска. Оу. Оу май. Алхимик. Ладно, алхимика я не буду, короче, собирать. Где моя эмпреска? Где моя эмпреска? 7% шанс на легендарную фигуру, алло. 7% шанс на легендарную фигуру. Не, ну нормально так я наваливаю. Наваливаю движа. Я на самом деле бы не брал этот клинок тени, если бы не видел, что чел там не нашел себе МКБ. А так как он не нашел себе МКБ, у меня есть и обезруж против него, которого, он, видите, АФК стоит 5 секунд. Я пока в хексе постою, он в обезруже постоит, а потом я выхожу вот так вот и просто... Как много урона, боже. Короче, он мне дает хекс, я ему даю обезруж. Сильно, круто, прикольно. Че, такой зашел и думает, боже, что происходит? Что это такое? Мы с ним обмениваемся любезностями в виде хекса и обезоружа. Не, на самом деле, обезоруж жестко триггерит. Жестко. Потому что, когда обезоруж прилетает в твою мейн-керри, а у тебя у мейн-керри нет никакого дефа, ни бессмертия, ничего такого, то это очень печально. Но у него там тоже хорошие предметы. Отдам ему должное, у него там тоже хорошие предметы. И я, кстати, сейчас тролля немного в сторону поставлю, потому что, мне кажется, топоры попадают в любом случае. То есть такое ощущение, что там микро-антимисы есть. Вот что-то типа того. Тайдуха, давай! Хорош, Тайдуха! На последней секунде. У меня тролль разогнался. Вкусно. Его тролль 4000 урона наносит. Мой тролль наносит овер много. Я на самом деле Тайдуху не хочу менять. Я бы на самом деле поставил бы эмпреску, может быть, вместо алхимика, но я тоже не хочу алхимика терять. Короче, в чем суть? Я бы поставил эмпреску, закинул бы в нее обезоруж. Хотя не, это хрень. Это хрень, потому что тогда у меня мясов будет меньше на обезоружие мое. Ну, короче, у меня мясов будет меньше, а это хрень. Хекс закинул в Энигму. Интересный такой мув. И у него, кстати, там есть второй предмет второго тира, который называется жетон отступника. Если что, он на 50% больше урона дает по мне, нежели я по нему. Тоже, кстати, такой момент. Хороший предмет, очень хороший предмет. Может зарешать во многих моментах. Типа этот предмет очень много дает.
А не, походу мессы работают против топоров. Это было на тоненького. Это было на тоненького, но у меня 84 хп, мне в принципе плевать. Как мы с ним дожили до такого раунда? Почему он еще не вылетел? Почему... Ладно. А сколько... Так, подожди. Мы 5 раундов с тобой сыграли 1 на 1. Почему неувеличенное количество хп мы теряли? Напишите в комментариях, после скольки количества раундов 1 на 1 уменьшается хп в очень большом таком эквиваленте. Просто он сейчас может спокойно себе найти МКБ, и что я потом буду делать? Пальцы грызть? Единственное, что меня тогда спасет, это бессмертие. Это единственное, что меня спасет. Но это тупо. Сейчас немного ему повезет на один предмет, и все. 1700 крит. Нормас, нормас. Так, призрачный кристалл, отлично. Вот, все, теперь я получаю минус много хп. У яйцо. Может, повезет, если сейчас тролля в тройку соберу. А? Я даже не знаю, что переделать. Надо смотреть, что у него там. Обезруш нашел. Он поставил и элементалистов, и обезруш еще сверху. Но я думаю, предмет 5-го тира найти. Бессмертие. Хорош. Ну что, ребята, каковы шансы, что ему торба? Я ставлю 100% шансы. Я думаю, за 5 секунд бессмертия я его аннигилирую. А, понял, там щит 5-го тира. Но из плюсов у него нет никаких обезоружек, только есть хекс. Это из плюсов. Но у меня есть бессмертие. У меня будет 3 секунды плюсом, чтобы его вынести. Но на самом деле, если ему фортанет больше на щит 5-го тира, то финита ля комедия. Что-то как-то вообще без шансов его вынес. Я даже не понял, как. А как я его так вообще в легкую вынес? Что это было? Мой тролль посерьезнее. Не, серьезно, мессы зарешали. Люто зарешали. Если бы не мессы, я бы его так не смог спокойно вынести. Вот так вот. Чел даже на самом деле, походу, не понял то, что я его мессами переиграл. Но будем давать должное, у меня стол нереально сильный. У меня, кстати, тоже красивый стол. У него 6 троллей и 4 духа. Но это ему не помогло. Хотя, на самом деле, могло ему помочь это, потому что сработало бы несколько окаменений, а потом бы мы остались, допустим, 1 на 1 с его керри, и его керри мог бы меня спокойно перебить. Но вот в этой ситуации челу надо было только найти МКБ. Нашел бы МКБ, скорее всего, он бы меня спокойно мог выносить. Но он не нашел МКБ, нашел предмет какой-то 5-го тира, щит. С щитом он тоже мог меня спокойно вынести, но ему не фартануло. Не фартануло, и поэтому я его спокойно вынес. Вот так вот. Вот так вот. Все. Че, мне добавить и нечего. Это очень крутая катка. Противостояние двух троллей, которые просто размазывали всех и вся. В общем, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также я напоминаю, что 50 лайков, и я буду реализовывать полную синергию механизмов. А это означает золотые роллы, а это означает 100% легендарные фигуры. И это означает, что это будет омега-контент. Поэтому что? Правильно, все зависит от вас. Ставим лайки, комментарии от 3 слов в виде поддержки меня, чтобы ролик продвинулся в тренды и рекомендации. А также, кто не подписан, то подписывайтесь, потому что цель у меня 5000 подписчиков, а губа не дура, и до миллиона недалеко. И напоминаю, у моего канала есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!